Всем привет! В эфире Metal Detector! А у нас вновь посылка, на этот раз от молодой и перспективной американской прогрессив-маткор команды The Motion Mosaic. Парни присылали свой дебютный диск и вот эту футболку с прикольным психодельным рисунком на спине, за что им, разумеется, огромное спасибо. В данный момент участники коллектива заняты работой над новым альбомом, который, по словам самих музыкантов, будет еще более экспериментальным. Выход же новой пластинки намечен на начало следующего года. Ну а пока вы можете насладиться прослушиванием дебютного альбома парней, ссылка на который, конечно же, находится в описании. И еще, наши друзья из интернациональной, но базирующейся в Германии замечательной грув-метал банды The Helldozers выпустили новое яркое видео на трек Burning Like a Flame. Смотреть всем в строгом порядке. Ссылка, вы знаете. Ну а мы начинаем. И сегодня вас ждет во всех смыслах напрочь разноплановая подборка новинок тяжелой сцены. Смотрим! А начнем мы сегодня с нового, 8-го по счету полноформатного альбома американской команды, которую уже смело можно записать в ряды легенд. Коллектив, которому, кстати, в следующем году стукнет 20 лет, известен прежде всего своим серьезным подходом к делу, невзирая на вечные эксперименты со звучанием и музыкальными направлениями. Так, если жанр ранних работ группы можно было охарактеризовать как металкор с элементами мелодик дэт метал, то сейчас это уже самая настоящая альтернатива с элементами мелодик металкор. Пропали брейкдауны и бластбиты, появилось много электроники, практически без следа исчез экстремальный вокал. Однако пластинка получилась красочной, насыщенной и по-настоящему интересной. Одним словом, профессионалы. Третий и очень грамотный полновесный альбом представила на суд публики самобытная команда из Германии. Коллектив был образован довольно давно, еще в 99 году, то есть альбомы у парней выходят, скажем так, не очень-то и часто. Однако этот нюанс без сомнения компенсируется монументальностью самих работ. Что же касается жанра исполняемой музыки, то тут можно долго гадать и спорить. Но если очень грубо, то это депрессивный авангард блэк метал с яркой мелодичной составляющей. Новая пластинка получилась наиболее глубокой и разнообразной, и на мой взгляд, ее можно назвать лучшей работой команды на данный момент. Вторым полноформатом порадовала зачетнейшая шведская супергруппа, уже известная нашим постоянным зрителям. Напомню, банда была сколочена в 2014 году участниками таких мощных и широкоизвестных команд, как Entombed AD, Six Feet Under, Necrophobic и многих других. Суровые дядьки жгут, как и следовало ожидать, забойный, но не особо-то и брутальный дэт-метал во всей его красе. Новая работа музыкантов просто пропитана скоростными ритмами, жесткими рифами и могучим вокалом. Одним словом, участники группы продолжили гнуть мощнейшую линию дебютного альбома. Еще одна не менее интересная команда из Швеции, исполняющая, однако, совсем другую музыку, выпустила новую полноформатную пластинку. Группа была основана в 2010 году, и это уже третья студийная работа на ее счету. А несмотря на относительно молодой возраст команды, ее состав уже успел смениться практически полностью. Парни исполняют качественную и по большей части довольно позитивную альтернативу с примесью модерн хард-рок и постгранж.
Помимо красочных и запоминающихся гитарных партий, звучание группы ярко выделяется отличным чистым мелодичным вокалом и гармоничными ходами и оборотами. Начнем с того, что возьмем за основу мою неприкрытую злость. Намажем гневом. А на очереди дебютный студийный альбом весьма необычной молодой банды, представляющей Россию. Изначально проект, образовавшийся в начале 2013 года, состоял из одного участника – вокалиста, известного как Кос, который начинал с электронных вечеринок в Питере под эгидой Hardstep FM, первого онлайн-радио тяжелой электронной музыки. Позже, когда Кос решил уйти в сторону электронно-гитарного звучания, в коллектив были приглашены композитор-аранжировщик, гитарист и ударник. И уже в таком составе и был записан безбашенный дебютный альбом в жанре рэп-кор-дабстеп, выход которого запланирован на 15 мая текущего года. Долгожданным третьим полноформатным альбомом порадовала замечательная и уже весьма широко известная команда из Молдовы. Коллектив был сколочен в 2008 году и за свою историю помимо полновесных пластинок выпустил 2 мини-альбома, которые были записаны в самом начале творческой карьеры группы. Участники этой незаурядной команды жгут просто потрясающую смесь ню и альтернатив-металл, грамотно разбавляя ее электроникой. Разумеется, главным украшением банды является сильный и крайне разноплановый женский вокал, но и музыкальная составляющая группы всегда была на высоте. Это яркие басовые и гитарные партии, жесткие ритмы и все те же красочные электронные фишки. Яркая и эмоциональная команда из Украины порадовала выходом новой, уже 4-й студийной работы. Это интересная и самобытная группа, которая была основана в 2004-м, исполняет качественную и продуманную альтернативу, в меру используя электронику. А в записи нового альбома приняли участие гостевые музыканты, исполнившие партии виолончели и скрипки. Помимо добротной музыкальной составляющей, в творчестве группы хотелось бы отметить глубокую лирику и общую печально-меланхоличную атмосферу, придающую звучанию команды свой особый шарм. Одним словом, у парней получился действительно душевный и интеллектуальный альбом. Новую студийную пластинку выпустила мощная и многим уже давно известная группа из Финляндии. Это уже 5-я полноформатная работа на счету команды, образованной, кстати, в 1998 году. Стоит сказать, что это один из тех редких случаев, когда за почти 20-летнюю историю группы в ее составе не произошло никаких изменений. Ну, если не считать появление еще одного вокалиста, а точнее вокалистки в 2009-м. Исполняет же команда добротный и богатый мелодик дэт-металл, порою немного граничащий с не особо мрачным doom-death. Остается лишь добавить, что все вокальные партии нового альбома исполнены на родном языке.
Ну и напоследок дебютный полноформат от относительно молодой и без всяких сомнений перспективной команды, представляющей Испанию. Группа была собрана в 2008, а дебютный и не менее зачетный мини-альбом выпустила в 2012. Ну а до полновесной работы дело дошло лишь сейчас, так что ее продолжительность в 1 час не вызывает удивления. Парни рубят достойнейший мелодик Death Metal с ощутимо заметными вкраплениями элементов модерн металл и не только. Море драйва, качающие гитарные рифы и, конечно же, мощный вокал. На этой пластинке есть все, что и должно быть в подобном случае. А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте РМО Медиа Групп. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!